специалисты, знакомые хоть немного с технологиями пиар, прекрасно знают, как довести до общества, довести до потребителя ту или иную информацию в выгодном для клиента свете. То есть все прекрасно понимают, что для этого нужно, в общем-то, совсем немного. Да? Это замолчать о каких-то одних фактах, даже, может быть, не замолчать, а немного не договорить. Нужно немножечко приукрасить другие факты и уж совсем там выпятить, приукрасить какие-то особо выгодные моменты. Что, в общем-то, мы наблюдаем в данном конкретном случае. Я остановлюсь буквально на нескольких таких примерах. В частности, в докладе «Эрмитаж» подготовленном содержится такая выдержка из заявления бывшего депутата Бундестага, специального докладчика Совета Европы Сабины Луитхойзер-Шнайренбергер. Если можно, выведите, пожалуйста, да, для всех. Вот, так она звучит в докладе. На самом деле хочу сказать, что эта фраза вырвана из контекста и представлена, более того, она представлена в умышленно выгодном для фонда свете. На самом деле фраза в оригинале звучит несколько по-другому. Это оригинальная фраза, которая приведена в докладе, представлен Совету Европы. На самом деле просто никто не потрудился пояснить, что существует два абсолютно разных уголовных дела, то есть на тот момент, когда это готовилось. Одно дело, которое расследовалось Следственным тогда комитетом Российской Федерации при МВД, и одно дело, которое расследовалось Следственным комитетом Российской Федерации, то есть бывшей прокуратурой. Вот по одному из этих уголовных дел Магнитский давал показания в качестве свидетеля, а по другому являлся обвиняемым, был задержан, а впоследствии арестован. Постоянно из одного издания в другое Магнитского пытаются представить юриста. Не случайно Уильям Браудер называет Магнитского во всех своих интервью именно юристом. Хотя не знать о его специальности он не мог. Вот перед вами, если можно на экран, это трудовая книжка Магнитского. Следующий пункт, также взятый из доклада, подготовленного Эрмитаж, утверждение о том, что 3 российские компании фонда были незаконно перерегистрированы с помощью изъятых сотрудниками МВД во время обысков документов этих компаний. Во-первых, данные доводы были проверены и не нашли своего объективного подтверждения, и результатами экспертиз были полностью опровергнуты. Установлено, что на представленных в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Москве номер 46 документах о перерегистрации юридических лиц, это как раз этих 3 фирм, Махаон, Парфенион и Реленд, оттиски печатей не совпадают с теми оттисками печатей, которые были изъяты во время обыска. Есть также решение арбитражного суда, которое признало перерегистрацию законной, а также решение Следственного комитета Российской Федерации о непричастности сотрудников правоохранительных органов к этой перерегистрации. О том, что господин Магнитский был причастен ко всей этой операции, свидетельствуют протоколы допросов уже осужденных людей, в частности, Хлебникова, где он указывает на свою связь с Магнитским и свои с ним взаимоотношения. Также протоколы допроса уже осужденного Маркелова и бывшего сотрудника компании Firestone Duncan Константина Пономарева. Берем следующее несоответствие. В частности, утверждение, которое встречается также с подачи фонда «Эрмитаж», о том, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных в казну Российской Федерации, были выплачены буквально за один день. Их одобрили по подложным документам в налоговой инспекции. Хочу сказать, что после обращения руководителей компаний Махаон, Парфенион и Реленд в налоговые органы о возвращении им переплаты налогов на прибыль, указанными инспекциями в течение 3 месяцев проводились камеральные проверки. Но, как было установлено впоследствии, сотрудники данных налоговых инспекций были введены в заблуждение относительно достоверности представленных документов, на основании которых, в общем-то, и были перечислены денежные средства. Следующее утверждение
которым апеллирует фонд «Эрмитаж», о том, что руководство МВД якобы подключило к расследованию данного преступления сотрудников МВД, которые якобы были разоблачены Сергеем Магнитским как исполнители этого хищения. И Магнитский арестован теми же сотрудниками, против которых он давал обличающие показания. Так вот, никаких обличающих показаний против сотрудников правоохранительных органов Магнитский никогда не давал. Какого-либо самостоятельного расследования он не проводил. И нет никакого подтверждения этим голословным словам о том, что он проводил какое-то расследование. На допросе, перед вами выдержка из этого допроса, он всего лишь воспроизводил последовательность событий, кто, когда, к кому приходил и какие документы изымал. В дальнейшем, после этого первого допроса, он вообще отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации, это отказ от показаний на самого себя. Что касается членов следственной группы, у подследственных действительно есть право заявлять отвод членам следственной группы, однако никаких отводов на момент задержания сам Магнитский не заявлял, на момент задержания и ареста. О своем праве об отводе он вспомнил лишь по окончании расследования. И при этом он ни разу не уличал следователей в какой-либо заинтересованности. И, кстати, во всех случаях аргументация Магнитского сводилась к его несогласию с решениями следователя Сильченко, принятыми по данному уголовному делу. Магнитскому якобы по приказу руководства МВД меняют изоляторы. Более того, тот изолятор, в который его переводят, имеет худшие условия, то есть сделано это намеренно. Во-первых, в уголовном деле имеется письмо, заключение врача, по которому он говорит о том, что состояние Магнитского удовлетворительно, и он может содержаться под стражей и участвовать в судебно-следственных мероприятиях. Во-вторых, перевод лиц, содержащихся под стражей в учреждениях пенитенциарной системы из одного учреждения в другое, не является нарушением действующего законодательства Российской Федерации. То есть все изоляторы, согласно действующему законодательству, юридически равнозначны. Далее, решение о переводе из одного изолятора в другой принималось не руководством МВД, принималось не следователем, не какими-то еще лицами, которым этого хотелось. Оно было сделано на основании письма, поступившего из изолятора. И причина перевода – капитальный ремонт. Причем данное решение касалось не только Магнитского, но и других лиц, содержавшихся в этом изоляторе. Далее, есть утверждение о том, что якобы защитники неоднократно обращались об обеспечении проведения каких-то медицинских процедур для Магнитского. Во-первых, в данном случае при обращении с жалобами на здоровье участие следователя не требуется в решении этих вопросов. Защитники обвиняемого, и я думаю, они не могли об этом не знать, то есть защитники обвиняемого и сам обвиняемый вправе самостоятельно обратиться за медицинской помощью по месту содержания под стражей. 2 сентября 2009 года следствием в адрес адвокатов Магнитского было направлено соответствующее разъяснение. Более того, в ходе следствия от Магнитского и его адвокатов поступило 183 заявления, жалобы, ходатайства, и проанализировав их, можно сказать, что в них указывалось на незаконность назначенных экспертиз, избрание меры пресечения, переводы из одного следственного изолятора в другой, о нарушении процессуальных сроков при рассмотрении ходатайств, о выдаче изъятых по уголовному делу документов. Но нет ни одного заявления о наличии у обвиняемого тяжелого заболевания. Последний, наиболее тяжелый пункт о причинах смерти Магнитского. То есть фонд «Эрмитаж» обвиняет чиновников в том, что была заменена причина смерти на острую
сердечную недостаточность. На самом деле никто ничего не заменял. Достоверно установлена причина смерти была лишь 29 декабря 2009 года. И согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, выводы о смерти могли делать только по судебно-медицинские эксперты, и только после соответствующих исследований, это произошло 29 декабря 2009 года, и согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причина смерти, установленная экспертами, острая сердечная недостаточность.